Если в XIX веке русским севером называли то, что сейчас называют Мурманской, Архангельской, Вологодской, тогда это называлось Волонецкая губерния, то в более поздние времена это расширилось, это понятие распространилось на Сибирь. Скажем, в XIX веке никому не приходило в голову северо-западной Сибири называть севером, или тем более крайним севером. Я уж не говорю про какие-нибудь края вроде Якутии или Чукотки. Но началось это все примерно с 1932 года, когда появились первые документы юридические, описывающие, что такое север и какие территории в него входят. Надо сказать, что во всех документах и во всех случаях север определялся как список территорий. Было невозможно и по сих пор невозможно определить север каким-то содержательным образом, если не иметь в виду какую-то конкретную задачу. Ну, например, для того, чтобы привлечь население на север в 40-е и 50-е годы, для этого нужно было дать какие-то финансовые льготы, какие-то экономические выгоды и так далее. Но каким образом определить ту территорию, на которой даются эти льготы? Вот это были первые законы, это 30-е годы, и потом они в середине 60-х годов были подкреплены разного рода постановлениями правительства о том, какие районы относятся к Крайнему Северу и какие районы приравниваются к Крайнему Северу. В те же 30-е годы было знаменитое определение Крайнего Севера Славина, который определял север как территории неразвитые промышленные экономические территории, плохо транспортно связанные с южными районами, малонаселенные. Вот по этому определению Камчатка, например, север, а Мурманская область нет. Потому что Мурманская область прекрасно была промышленно развита уже к этому моменту и хорошо транспортно связана с южными районами. По той же схеме пошел и последний указ президента 2014 года, который определяет, какие территории входят в арктическую зону Российской Федерации. Этот указ определяет территории с точностью до района. Вот там 5 районов в Якутии, 3 района в Мурманской области. А вот эти входят, а эти не входят. Никакого другого способа определить север не существует. Никакой культурной истории эти определения не имеют. Другой вопрос, что они сами начинают влиять на то, как люди себя ведут, как люди это осознают, как люди себя воспринимают как жителей Крайнего Севера. И уже там в 70-е годы, 80-е и так далее 20 века люди, живущие и работающие на Крайнем Севере, это была особая каста. Это были люди богатые, которые, как говорили, мы же работаем на севере, отдыхаем на юге. Вот все эти слова прекрасно работают. Арктика как надгосударственная территория – это одна история, а Арктика как территория, которая никому не принадлежит или принадлежит всем – это совсем другая история. Потому что вопрос о собственности на эти земли – это вопрос чисто юридический. Если бы вы сказали Антарктида, вот тогда да. Эта территория никому не принадлежит, на ней могут свободно располагаться кто угодно, любые исследователи. Нет секторального деления Антарктиды на зоны, принадлежащие странам. В Арктике не так. Существуют зоны, принадлежащие странам. Формально принадлежащие странам. Другой вопрос, что так называемый Арктический совет, который существует тоже уже много десятков лет, это уникальный пример в современной политике, где государства отлично договариваются друг с другом. Несколько лет назад Россия и Норвегия, например, совершенно неожиданно для всех и очень спокойно разделила вот эти территориальные воды и этот шельф, и как-то все договорились, и все хорошо. Хотя, к сожалению, в нашем государстве существуют разные направления. Вот, с одной стороны, мы всячески развиваем этот Северный морской путь, надеясь, что он станет международной транспортной артерией и будет таким образом приносить выгоду. А с другой стороны, принимаются довольно забавные законы, которые, например, затрудняют кораблям под иностранными флагами проходить Северным морским путем, потому что это пограничная зона.
довольно сложно разделить коренное население и некоренное. 100 лет назад это было просто. 100 лет назад были очевидные культурные различия, очевидные исторические различия между людьми, населявшими, скажем, Чукотку или Западную Сибирь, и приезжающими сюда поселенцами. Сейчас там уже третье, если не четвертое поколение людей есть, которые родились на этой земле. Почему они не коренные? Поэтому между явными, тем, что называется юридическим термином коренное малочисленное население Сибири, Севера и Дальнего Востока, и тем, что называется термином приезжие или временные работники, или вахтовики, или как угодно, есть довольно большая масса населения, которая не относится ни туда, ни туда. Это, естественно, усложняет ситуацию. А законодательство наше, как всегда, отстает от реальности. И, как всегда, вот эти люди, которые оказываются между приезжими и коренными, они как-то пропадают. Для законодательства они в слепом пятне. Когда одна и та же семья, где, ну, скажем, жена принадлежит к коренным малочисленным народам, а муж нет. Жене можно ловить рыбу, а мужа нет. Жене можно охотиться в тайге, а мужа нет. Или наоборот, мужу можно, а жене нет. Так тоже бывает. И на самом деле сейчас уже все говорят в один голос, что вот это вот предоставление льгот по этническому принципу, да, вещь давно устаревшая, которую надо давно отменять. Поддерживать надо тех, кто реально в этом нуждается, кто ведет вот такой вот образ жизни, кто зависит от того, что по-английски называется subsistence, то есть от окружающей среды, да, от натурального хозяйства, как сказали бы раньше, от охоты, от рыбалки, от оленеводства, вот от этих вещей. После 1991 года Север получил в наследство от Советского Союза довольно громоздкую, ну, в общем, неплохо развитую инфраструктуру. Инфраструктуру самого разного типа. И промышленную, и транспортную, и человеческую, и всякую прочую. Основная вещь, которая изменилась с тех пор, вот, если сравнивать нынешнее время с тем, это появление там очень серьезных экономических игроков частного капитала. Большие крупные компании имеют там, ну, может быть, гораздо более серьезное влияние, чем федеральная власть. Но что касается вот этой нынешней складывающейся там структуры, то она повторяет советскую только в одном аспекте. Она повторяет советскую потому, что она тоже ориентирована на извлечение из этой территории полезных ископаемых. Но вот буквально несколько дней назад опубликован был доклад, который подготовила международная группа по возобновляемым источникам энергии, так называемая ИРЭНА. Доклад датирован 2019 годом, то есть вот буквально на днях. Их прогноз очень серьезный. Их прогноз я могу просто даже... Нет, прочитать не могу, потому что это по-английски, но могу быстро перевести. Да? Фундаментальные изменения в глобальной энергетической системе приведут к колоссальным изменениям в политической и геополитической обстановке. Да? Мир, который появится в результате перехода на возобновляемые источники энергии, будет очень серьезно отличаться от такого мира, который построен на источниках углеводородных. Да? Глобальные структуры власти приобретут большую серьезную динамику. Власть будет гораздо менее централизована, ну и так далее. Север не един, он состоит из очень разных регионов, и там есть и очень развитые, экономически развитые, культурно развитые, транспортно развитые регионы. Есть и прямо наоборот. Понятно, что северо-западной Сибири, прежде всего Ямал, Ямало-Ненецкий округ, отчасти Ханты-Мансийский округ, немножко Мурманская область, гораздо хуже Архангельская, еще хуже Ненецкий автономный округ, совсем тяжело на Таймыре. Дальше Якутия там повеселее, потому что там
ну, там народу меньше живет, и алмазы есть, и экономика быстрее развивается. Дальше Чукотка опять все плохо. Ну, в общем, очень разные регионы экономически. Но для того, чтобы показать вам пример, да, того, как могут различаться эти регионы, ну, представьте себе, что вам, посмотрите на карту, что вам надо прилететь из города Магадан в город, ну, например, Певек. Да, между ними по прямой с юга на север примерно 1000 километров. Полетите вы через Москву, потому что прямого рейса нет. Понятно, что никакая компания авиационная и никакая другая не будет открывать рейсовые сообщения между регионами, где никто не летает. Но тот факт, что там никто не летает, означает, что вся экономика ориентирована опять-таки вот таким вот лучеобразным способом. Она вся концентрируется в одном центре. И, соответственно, все решения исходят опять из одного центра. И неважно, чье это решение. Федерального правительства или компании Норникель, или компании Газпром, или компании еще какой-то. Оно все равно централизовано. И это главная беда. Ошибка думать, что горизонтальных связей между этими регионами или внутри региона не существует. На самом деле их очень много. Но только они не видны из единого центра. Они не видны, грубо говоря, из Москвы или из московского офиса какой-нибудь крупной компании. Это связи человеческие, прежде всего. Значит, молодые люди уезжают после окончания школы из северных поселков куда-то учиться. Иногда, да, они уезжают в Москву или чаще в Петербург, но очень часто они уезжают в какие-то свои собственные университеты в соседних регионах. Как только они туда уезжают, встает естественный вопрос. Как послать сыну или дочке еду, деньги, одежду, как ему помочь, как его повидать. Люди постоянно что-то посылают, что-то передают, кто-то куда-то едет, кому-то куда-то надо. Есть целые группы людей, которые живут вот в этой постоянной мобильности. Это очень большие связи. Они никак не институциализированы, они никак не оформлены, и они никак не поддерживаются, потому что экономика, устроенная вот таким вот централизованным образом, их просто не видят. Как люди себя воспринимают, или как воспринимают себя люди, которые живут на севере? Ну, как и любые другие люди, которые живут где угодно, они имеют то, что называется матрешечную самоидентификацию. Объединяет людей не какая-то одна идентичность или не какое-то одно самоописание, да, а целый набор этих самоописаний, каждый из которых достается в нужный момент и актуализируется в нужный момент. Различие между людьми, которые видят себя частью Большой Арктики или частью Северного морского пути, которые не видят себя такой частью, очень ярко проявляются. Те, кто не знает или не хочет себя считать, или не считают себя частью арктической какой-то инфраструктуры. В основном, чем они занимаются? Это рыболовы, оленеводы, охотники. Это люди, которые живут в небольших северных поселках, а их много на самом деле. Таких поселков это сотни. В них может оказаться от 40 до 400 жителей. И чем они занимаются? Ну вот, прежде всего, жизнеобеспечением собственным. Да? Большая часть людей работает на то, чтобы осветить, обогреть, обеспечить этот свой поселок. Ну, чем-то надо кормиться, значит, они охотятся, ловят рыбу. Очень много ездят, очень много путешествуют, ездят к родственникам, на чем угодно. Прежде всего на снегоходах, конечно. Это один финский исследователь лет 40 назад, уже лет 40 назад написал книжку «Снегоходная революция». О том, как появление вот этого индивидуального транспорта, который может ходить по снегу, как это изменило жизнь Севера. Я упомянул мобильность, и важно не путать ее с миграцией, потому что мобильность – это перемещение людей практически в любую сторону. Да? Когда мы говорим о миграции, мы всегда должны говорить, какая. Очень много людей ездят с юга на север. Прежде всего, это рабочие. Если речь идет о нефтедобывающих компаниях, то, в общем, несложно понять, откуда они рекрутируют себе рабочую силу. Из тех регионов, где добыча нефти давно и хорошо известна. То есть это Азербайджан, это Татарстан,
Ну, это некоторые, может быть, другие какие-то менее известные регионы. Очень много миграции экономической. То есть люди, которые сознательно переезжают на какой-то срок, на 3, на 5, на 10 лет переезжают в северные районы и работают там на самых разных работах. Меня когда-то в Норильске поразила совершенно большая и довольно красивая мечеть. Говорят, это самая северная мечеть в мире, я охотно этому верю. Но она производит впечатление. Вот полярной ночью Норильской, когда ты видишь, там, в декабре я там был дважды, и почему-то оба раза в декабре, когда ты видишь вот это на фоне черного неба, эту ярко освещенную мечеть, ты понимаешь, что ты в Норильске, это немножко так сносит крышу слегка. А что касается Чукотки, да, почему там плохо? Ну, прежде всего, потому что транспортная связь с остальной Россией самая дорогая из всех остальных регионов по понятным причинам. Да? Туда, в отличие от всех остальных регионов, не течет никакая крупная река. То есть ни по Оби, ни по Енисею, ни по Лени, ни по Колыме сплавить туда ничего нельзя. Там все морем. А это, в общем, довольно дорогое удовольствие. Вы знаете, поразившая меня вещь в свое время, когда я услышал, что на Чукотке были экономически убыточные золотоносные шахты. Вот тут я точно понял, что с советской экономикой что-то не так. Потому что экономически убыточная золотоносная шахта – это абсолютный нонсенс. Так не может быть, а было. Там было в советское время, по переписи 1989 года, около 170 тысяч, а сейчас чуть меньше 50. То есть уехали все, кому это перестало быть выгодно. Остались все, кто воспринимает эту территорию как свою. Вот остались не только коренные малочисленные, да, народы Севера в юридическом смысле слова, остались все, кто считает эту землю своей. И их 50 тысяч, а вовсе не 20, как было бы, если бы остались только коренные малочисленные.